Годфри был в отпуске, когда решил воспользоваться своим дроном, надеясь найти что-нибудь интересное. Однако в итоге он обнаружил нечто, что потрясло весь мир. С 8-го этажа отеля он запустил дрон в воздух, радостно улыбаясь, когда устройство зажужжало и быстро улетело. Он уже некоторое время подумывал о восхождении в горы, но прежде чем принять решение, решил проверить, насколько опасен этот район, с помощью дрона. С пультом управления в руках он внимательно наблюдал за всем, что снимала камера. Дрон пролетел над людьми, машинами и деревьями, но вскоре количество людей начало уменьшаться по мере приближения к горам. Аппарат пролетел над зелеными полями и горными вершинами. Довольный, Годфри продолжал управлять дроном, убежденный, что когда он решит совершить восхождение, у него будет отличный опыт. Когда он пилотировал его, дрон пролетал над горой, и что-то странное привлекло его внимание. Внезапно он остановил устройство, размышляя об увиденном. Вздохнув, он решил вернуться на место и позволить дрону зависнуть в воздухе, направив камеру вниз. Вверх. Со своего балкона Годфри наблюдал за монитором, который держал в руках. Это выглядело как пятно посреди зелени, что-то, что не имело для него смысла. Сначала он был уверен, что пятно переместилось. Он попытался увеличить изображение, но чем больше он делал, тем более размытым становилось изображение. Поняв, что ему нужно подобраться поближе, он начал медленно опускать беспилотник к этому месту. Фигура увеличивалась, и его глаза расширились от удивления, когда он обнаружил, что это была черная собака. Животное лежало на боку и, казалось, не обращало внимания на пролетающий над ним беспилотник. Годфри недоумевал, как собака оказалась так далеко от людей и так высоко в горах. Он не мог себе представить, как животное туда попало. Годфри развернул беспилотник, чтобы осмотреть местность, надеясь найти владельца собаки, но поблизости никого не было, даже на многие мили вокруг. Животные. Он снова направил камеру на собаку и приблизил изображение с помощью дрона. Его сердце бешено заколотилось, когда он понял, что животное находится в бедственном положении. С собакой происходило что-то ужасное, и она была за много миль от любой помощи. Годфри подумал несколько минут, сфотографировал собаку и окрестности, а затем вернул дрон в отель. Как только он взял его в руки, он быстро покинул отель и направился к своей машине, полной решимости спасти животное, которое явно страдало. Ничто не могло помешать ему спасти его. С дроном в руке Годфри запрыгнул в свою машину, завел двигатель и помчался к горе, поднимая по пути облако пыли. Он крепко вцепился в руль, как будто от этого зависела его жизнь, не понимая, почему эта собака вдруг стала так важна для него. Обычно это не было тем, что волновало его в повседневной жизни, не говоря уже о том, чтобы думать о спасении животного. Годфри был владельцем успешной компании, и впервые за 7 лет ему удалось взять отпуск. Со времен учебы в университете он знал, что не будет счастлив, работая на других. Он был не из тех, кто подчиняется приказам, поэтому решил быть сам себе начальником. На последнем курсе университета он основал свою компанию. Изначально это был исключительно онлайн-бизнес, но вскоре идея увенчалась успехом. Отзывы были отличными, и в течение года число пользователей удвоилось. Поскольку спрос рос, Годфри пришлось нанять собственную команду. Он стал начальником и в кратчайшие сроки расширил бизнес, включив в него фрилансеров и случайных клиентов, увеличив рынок сбыта и прибыль компании. Когда его компании исполнилось 7 лет, он понял, что не может продолжать работать так много, не наслаждаясь плодами своего труда. Несмотря на то, что он зарабатывал много денег, ему это совсем не нравилось. Он решил, что пришло время сделать перерыв и расслабиться. В конце концов, он окружил себя компетентными сотрудниками
и был уверен, что они справятся со всем в его отсутствие. Он представлял, что у него будут потрясающие каникулы с восхождениями на горы и даже прыжками с парашютом. Но он и представить себе не мог, что в конечном итоге поедет навстречу неожиданному спасению. Годфри ехал по горным дорогам, но не для того, чтобы карабкаться, а чтобы найти собаку, которую он видел с помощью дрона. Он ехал как можно быстрее по опасным дорогам, пока не остановил машину. Если бы он поехал дальше, машина, скорее всего, сломалась бы. Итак, он двинулся дальше, снова запустив беспилотник в воздух, чтобы определить местонахождение собаки. Заметив ее, Годфри направился к указанному месту. По мере того, как он поднимался, местность становилась все более опасной, и несколько раз он чуть не потерял равновесие. Он недоумевал, как собака забралась так далеко и высоко в горы. Когда он, наконец, добрался, его сердце упало при виде состояния животного. Собака заскулила от боли, и Годфри, внимательно наблюдая за ней, заметил нечто удивительное. Собака была беременна. Он спокойно попытался успокоить ее. Он медленно протянул руку, понимая, что беременная собака может отреагировать агрессивно. Однако, к его удивлению, собака никак не отреагировала. Именно тогда он с болью в груди осознал, что собака к тому же слепая. Годфри упал на колени, потрясенный жестокостью ситуации. Он не мог поверить, что кто-то бросил слепую беременную собаку в такой горной местности. Он осторожно поднял ее на руки и начал трудный спуск с горы. Обратный путь к машине был долгим из-за лишнего веса, но в конце концов он справился. Он положил собаку на заднее сиденье и, воспользовавшись GPS, нашел ближайшую ветеринарную клинику. Прибыв на место, он остановился перед клиникой, вбежал внутрь и попросил о помощи. Собаку немедленно отвезли в операционную. Через несколько часов ветеринар вышел с улыбкой на лице и сказал, что если бы ее вовремя не спасли, ни она, ни щенки не выжили бы. Роды прошли успешно, и теперь у собаки было 6 здоровых щенков. Годфри хотел посмотреть на собаку, но ветеринар сказал, что за ней все еще ухаживает персонал. Во время разговора ветеринар признался, что узнал животное. Бывший владелец привез ее в клинику несколькими месяцами ранее, но вместо того, чтобы позаботиться о собаке после травмы, он бросил ее. Искривленная лапа и слепота были следствием пренебрежительного отношения к ней. Годфри было ясно, что хозяйка больше не хочет брать на себя ответственность. Позже, когда собаку привели в порядок, Годфри навестил ее. Она казалась слабой, но в окружении своих щенков ей явно стало лучше. Щенки. Удивленный ее миловидностью, Годфри решил удочерить ее прямо на месте. Во время своего отпуска Годфри каждый день посещал клинику, чтобы навестить Тедди и ее щенков. К концу отпуска Тедди был выписан в добром здравии. Он сделал ремонт в доме, установил системы безопасности, чтобы она не поранилась, и всегда брал ее с собой на прогулки, покупая угощения. Они стали неразлучными друзьями. Никто и представить себе не мог, что поездка может создать такую сильную связь. Благодарный за полученный опыт, Годфри пообещал никогда больше не упускать возможности отправиться в отпуск, с нетерпением ожидая следующего чуда. Это невероятная история. Что бы вы сделали на месте Годфри? Оставляйте свои мысли в комментариях, не забудьте поставить лайк на видео и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.